Привет! Добрый день, дорогие зрители и слушатели. Приветствуем вас снова на канале Капибары Клары. С вами Владимир Александров, И Мавлиева Радмила. и мы продолжаем с вами говорить про отношения. Вот, и Сегодняшний, давай. я скажу, сегодняшний выпуск мы назвали «Ответственность великая и ужасная». И будем разговаривать про это понятие преломления отношений. Мгм. Да, и это ответственность. Это что-то про то, что когда я где-то нашалил, мне за это потом должно прилететь. Вот прилететь — это вот ответственность. Мы же про это? Ну, я думала, ты говоришь так со стороны ребенка, как будто бы. Есть такое, да. Да? А А мы я вроде думала, хотим со стороны взрослых говорить. ага, да, а со стороны взрослых, ну, мне кажется, и так можно. Со стороны взрослых, это, например, в ссоре, люди друг на друга наезжают и в сердцах говорят, что, ты безответственный, ты безответственная, ты не отвечаешь за свои слова, Мгм. или ты игнорируешь, ты не выполняешь свои обязательства. А, Мне кажется, вот здесь тоже тема ответственности поднимается, в виде претензий, что ее нет. В детско-родительских отношениях, раз уж ты про, как это сказать? Про Шкодство. то, что если нашалил, да, Нашалил. да, в детско-родительских отношениях эта тема тоже очень частый вопрос. Мгм. Не только, что ребенка вызывают к ребенку в тему ответственности, что ты безответственный, но и интересная позиция родителей. Там вообще бывают у них какие-то последствия за их действия или нет? Да. И когда и у кого они случаются. Мгм. Хорошо. Давай по порядку. Давай. Сначала ты упомянул такую вот ситуацию, когда мы встречаемся с понятием ответственности, когда кто-то бросает нам такое претензию, что вот ты тут Мгм. поступаешь безответственно. Вот. И здесь э, хочется спросить у того, кто бросает это обвинение, э, в адрес партнера, а, что с ним в этот момент происходит? То есть тут, похоже, есть какая-то там злость, может быть, гнев, да, то есть какое-то неудовольствие, выражение неудовольствия ам, какой-то ситуации. Мгм. И, ам, значит, похоже, там есть какая-то потребность, которая не была удовлетворена. Мгм. Вот интересно, за таким обвинением, что там за потребность? Кажется из слов, да, что как бы есть потребность в том, чтобы партнер взял на себя ответственность. Или там, а партнер вел себя ответственно. Мгм. Вот. Все вроде понятно, но вот что конкретно имелось в виду, вот, в данном Непонятно. случае, непонятно. Непонятно. Кажется, правда, что слова известные, взять ответственность за дела или за поведение, или быть более ответственной в отношениях. а, Вроде все ясно. Ну, даже не знаю, как это развернуть. Вот здесь возникает как будто тупик. Все же ясно, точка. И обычно вот здесь люди заканчивают ну, обсуждение, что ты не берешь, иди бери эту ответственность. Что ты не берешь, иди бери. И сердится, если она не взята. А вроде тот человек, который должен бы это взять, такой как бы все понял и такой: все, я пошла брать эту ответственность, сейчас буду ответственным человеком. При этом внутреннее представление у того, кто запрашивает и сердится, и у того, кто обороняется вроде, они могут быть разные. Мгм. Поэтому вот здесь, это так начало разговора, как мы обычно любим. Здесь самое начало разговора. Что за конкретные, может быть, бытовые или отношенческие вещи лежат за этой
этим неудовольствием и претензией, ну или там злостью одного человека на другого. Поэтому я бы вот здесь. Да, потребность есть, что-то подразумевается. Ну, мы когда это обсуждали, ты помнишь, говорил про контакт. И вот здесь Да. стало разворачиваться что-то. Расскажи, пожалуйста, что там. Ам, Например, если мы говорим про ответственность, еще больше будем накручивать Давай. понятий, таких больших, и где слова все вроде знакомые, но ничего не понятно. Ответственность за отношения. Это Мгм. вообще что такое? Ты в наших отношениях ведешь себя безответственно. И здесь э, хочется сразу, наверное, разделить мне разные сферы. Мгм. Это может быть действительно в бытовом смысле, что что-то происходит такое в нашей жизни, что-то мы тут такое наблюдаем, неубранный дом, недостаточно там денег приходит, много денег уходит, какие-то такие физически осязаемые, наблюдаемые явления. Мгм. Вот. И здесь, возможно, есть расхождение у людей в том, что мы понимаем под, ну, типа, нормальной ситуацией, и от того, что партнеры смотрят на происходящее, ну, накладывают, да, разные свои мерки. Для одного эта ситуация нормальна, для другого ситуация ненормальна. И для того, которого она ненормальна, смотрит на всю эту ситуацию, говорит, ты относишься к этому безответственно, не приводишь эту ситуацию в норму. А человек второй приводит ее вполне себе в норму, но в свою. Мгм. Вот. Это как бы одна сфера. Другая сфера, когда мы говорим про эм, какие-то истории взаимодействия. Мгм. Когда вот что-то вот в наших отношениях такое происходит, что, очевидно, нас не может обоих устраивать для того, кто кидается этим обвинением. Вот. И ты с этим вообще ничего не делаешь и даже не видишь этого. Мгм. Вот я зацепляюсь за слово «не видишь», за фразу, что ты этого Мгм. не видишь. То есть что-то ускользает, ну, я не знаю, отношение к чистоте может быть разное, и это ускользает из контакта. Это незаметно, другой на это не смотрит таким же образом. Или Да. надо заниматься логистикой детей по кружкам, допустим. Один это воспринимает как важную часть жизни, другой говорит, ну как-то же разберетесь. У меня есть другие обязанности, и он там вполне себе ответственный. Ну, если говорить про такую патриархальную структуру женщина с детьми, мужчина на работе, то вот здесь-то он ответственный вроде. Он же работает, приносит деньги там и занят, очень ответственный сотрудник. А вот в сфере встретить с детьми, разделить обязанности с женой по поводу заботы о детях, вот здесь кажется, что он безответственный. Мгм. И такой парадокс. Он такой думает: "Да, я нормальный, у меня все хорошо, все под контролем". С Вон точки Колян зрения спроси с работы. Очень ответственный сотрудник, да. да. А с точки зрения жены он недостаточно вкладывает, в свои энергии и внимание в то, что, м, где-то вовремя детей перехватить и куда-то их в другое место отвезти. Мгм. Вот. И тогда это отсутствие внимания к этому месту получается. Потому что на работе-то он достаточно внимания, уделяет, тому, чтобы все переговоры были вовремя, проведены и сделки вовремя подписаны. Тут-то все в Мгм. порядке. И в этом месте как будто бы есть достаточно простое решение в описании, ну, в объяснении этого Мгм. решения. Мгм. Довольно по-разному бывает в реализации. Да. Как человек, который это обвинение, ну, обнаружил вот эту незакрытую свою потребность в участии второго в вот этих вот вопросах, вот, может проявить это для него, Мгм. подсветить, сказать, смотри, на самом деле тут, пока тебя тут нету, должно происходить вот это, и это. На мой Мгм. взгляд, good enough– это когда сделано вот это и это. Меня Мгм. физически хватает вот на этот кусок, а этот кусок у нас вообще, получается, провисает. И Мгм. поэтому, мне кажется, что мы как пара тут не Мгм. справляемся.
Мгм. Вот. И с твоей стороны я хочу бла-бла-бла. Вот это, Мгм. кажется, такое, взять ответственность уже за все вот это на себя, показать это партнеру и партнеру вовлечь в эту деятельность. Будет ли ответственным для первого, который проявляет свое негодование, Ага. вот, сказать, типа, я не справляюсь, ты делай. Это вопрос прям, да, такой у тебя? Вопрос Будет вроде ли это тоже, где, ответственным? где там ответственность, А, если ты делай? Но вот я вроде сложно ведь. сказал, я проявил, Ага. я Ну, показал. это какая-то ловушка мне тут мнится. Ответственность в том, чтобы подсветить, правда, что это обсуждается в паре. Вот здесь это выглядит эм, Мгм. разделенным, и люди оба вносят свой вклад в то, как у них будет устроена более упорядочена, что ли, их жизнь. А безответственно в том, ну, если использовать этот термин, в том, что дальше останавливается этот контакт. Говорит: "Ты решай, я не хочу". Но даже вот это было бы ответственно. Ты решай, а я не хочу. Потому что здесь проговаривается и позиция, и отношение к этому месту, и некоторые решения. Вот в этом "не хочу" же есть решение. Я Мгм. не буду туда вкладываться. Тогда вот это было бы более ответственность. Ответственно. Если там: "А у нас есть проблема пока". То вот здесь вот на этом пока заканчивается, Мгм. взаимное, обсуждение, и наступает разрыв в отношениях. Или, ты не вкладываешься, поэтому, ты коза или козел, ну, там обвинения разной степени интенсивности, то, вот здесь тогда это затапливание аффектом опять обрывает контакт и делает людей безответственными относительно отношений. Потому что дальше ничего не происходит. Это только обменялись, ругательствами и всё. Вот интересно, про бытовую часть довольно неплохо вроде обсудили. Так. И ты сейчас коснулась ответственность по отношению, ну, к отношениям. И Ага. вот там как раз возникает, похоже, тот самый контакт. Когда Мгм. мы говорим про ответственность в отношениях, Мгм. вот, то непонятно. А если посмотреть на это как взаимодействие двух людей, я вкладываю свою часть в этот Мгм. контакт между нами, ты вкладываешь свою часть, и вот в этом контакте как раз, вот в этом вкладе каждого, вот там возникает какая-то своя ответственность. Да, соглашусь. Вот там, да, она есть. Мгм. Вот. И тогда получается, что как только это пересекается с бытовыми вещами, моя получает, ну, часть от того, кто недоволен, не просто Мгм. поджать губы и терпеть, Мгм. вот, очень ответственно подходя к отношениям, чтобы вот тут не поругаться. Мгм. Вот. А внимательно отнестись к своим переживаниям, к своим Мгм. потребностям, и эти потребности расшарить, Мгм. проявить для другого. Да. Вот. Ответственность второго человека тогда будет в этом контакте услышать, Мгм. удостовериться, что услышал правильно, М. для себя понять, что может из этого закрыть, что не может, и дать Мгм. обратную связь. Мгм. Вот. Всё прекрасно звучит, если бы Звучит. не эти переживания, которые затапливают во всех этих, точках, которые ты назвал. Да, А так да. в схеме все хорошо звучишь. Ну, я думаю, по крайней мере, можно на эту схему опираться, чтобы, возвращаться обратно. Когда затопление пройдет, можно остановиться на этом же месте и туда же вернуться. Мгм. Так, итого. Мы хорошо проговорили про ответственность в паре за какие-то бытовые дела, М, за мы коснулись какой-то вот эту вот ответственность в отношениях, что такое вот там, где вот в контакте что возникает. мгм. Вот. Где там было наказание? С чего мы начали? Такое Наказание. привычное понимание слова ответственность как наказание за совершенное деяние. Блин.
Мне кажется, что если опираться на юридические термины, то и это перекладывать на отношения, то, кажется, вот эта калька бы сработала. Я не знаю, мы договорились, а ты не сделал, ну и тогда будет некоторое наказание. Ну, не знаю, на мою злость или а, игнорирование каких-то твоих потребностей, или, ну, тогда мы не пойдем куда-то там. И вот это может выглядеть как наказание. Ну, то есть это такое Мгм. отреагирование своего недовольства ну, получается, в наших терминах безответственно. Это просто отреагирование, чтобы сделать человеку больно. И это тогда будет наказание. Я еще бывает, что оно не привязано же к предмету, но если говорить про детей. Ты не сделал уроки, ну тогда не пойдешь на футбол. Что-нибудь такое. Ребенок такой, как, что вообще, почему? И я думаю, что такое возмущение может быть вполне справедливым, потому что это, конечно, причинно-следственно, они не связаны, м, очередностью происходящих событий, эти штуки. Но Мгм. там нет причинно-следственной связи. Это просто разные сферы, которые сначала идет уроки, а потом за ним идет футбол по времени просто. Они близки по времени. И все. Но независимо от того, почему футбол должен быть отменен из-за того, что уроки не сделаны. Ага. Ну, потому что Вот. если не сделать уроки, то там, вот если говорить про Ой. ответственность и ответственный подход к урокам, то последствия там это то, что буду там, не сделал уроки, я буду не готов Ответом на к уроках. уроку, да, к следующему. Я не Мгм. сделал задание, не буду готов к уроку. Я не буду готов к уроку, не сделал задание, продолжаю подходить так к своему обучению. И в будущем у меня будут пробелы со знаниями, и мне либо придется их восполнять когда-то потом, либо жить с тем, что я не очень разбираюсь в этой теме. Мгм. Вот это, понятно, что ребенку таким образом мыслить довольно сложно. Я Мгм. как бы не очень себе представляю, что ребенок именно таким образом это мыслит. Мгм. Вот. Но ответственность, она вроде вот такая. Да. А ответственность в формате, как в смысле наказания, как будто бы только звучит слово так же, Мгм. а смысл вообще другой. Вообще Мгм. к ответственному поведению никакого отношения не имеет. Мгм. Ну, и я согласна, что тогда получается наказание, если говорить про отношения, оно разводит людей, делает их более дистанцированными друг от друга и не делает вот эту связку причинно-следственную, что Мгм, я сделала вот это, у меня будет вот это. И мгм, ее тогда приходится делать специальным образом. Я там, не знаю, не замечаю, если про тех же детей говорить, я не замечаю, что жене трудно отвозить их на кружки, она мгм, на меня сердится, и тогда какие будут последствия здесь? Наказание- это чё? Например, злая жена отказывает мне в сексе. Ну, что-нибудь такое. А последствия будут, что мы отдаляемся, и я какую-то часть жизни свою важную, потому что я детей-то своих люблю, я пропускаю, что то не вижу. мгм, Вот это будут последствия. Или мы отдаляемся, потому что у нас нет согласованного взгляда на то, как устроена наша жизнь с детьми. мгм. Вот. Тогда, наверное, хотелось бы еще сформулировать тогда ответственность уже за свою жизнь М, как эм, готовность принять последствия, которые возникнут, которые я сейчас вижу или не вижу, в мгм, результате моих действий или бездействий в данной ситуации или там в данной мгм, области. мгм. Я об этом подумал, я об этом не подумал, я уделил этому внимание, я не уделил этому внимания. Так или иначе, последствия какие-то наступают, и я либо к этому отношусь как а, к части моей жизни, в которой я участвую, как актор, Мгм. и это какой-то ответственный подход, Мгм. либо я просто не участвую в этом. М. Тогда это здесь ответственности как будто бы меньше. Как будто бы ответственность, получается, сильно связывается с вниманием еще моим. Мгм. А последствия же все равно будут. Даже если Последствия будут. ответственность не взята, последствия все равно будут. И там вот было, я сказал про готовность встретиться с Да. этими последствиями. Ага. Вот. И вот ты сейчас говорил, что вот эти
последствия могут быть видны, не видны. Мгм. Вот это вот. Я же вроде, ну, люблю своих близких, да, там, вот. А почему могут быть не видны и не видна связь? Переживания могут мешать, обращать внимание на то, чтобы замечать последствия, э, то, как мои какие-то решения или нерешения влияют на мою жизнь. Переживания Мгм. могут быть сильные, их переживать бывает трудно, они могут затапливать. Ну вот, все то же самое, про что мы обычно говорим. Э, Получается, что психика, в общем, не очень сложно устроена и ходит по одним и тем же местам, потому что переживаний, в целом круг переживаний ограничен. Там не бесконечное количество чувств. Вот. И замыкая таким образом круг, ответственность будет, легче поддерживаться, и, человеку будет проще с этим сталкиваться, если в целом он понимает, что он чувствует, как он внутри устроен, где у него сложные места, а где какие-то есть опоры, которые помогают эти сложные места преодолевать. Ну, там, я знаю, что я там тревожная и пугаюсь часто, и что я могу для себя сделать, чтобы посмотреть в будущее, увидеть, а что будет, если я сейчас не поговорю. Ну, например, да, если я не скажу Мгм. мужу: "Пошли там разбираться, как с этими детскими кружками что то делать". Мгм. Здорово. Больше э, растяжки в возможности переживать свои чувства, свои переживания, свои эмоции. А, и это позволит брать больше ответственности за свою жизнь и жить ее более направленно, что ли, насыщенно Мгм. и свободно. В этом месте мы, наконец, соединили ответственность со свободой. Окей. Вот. Ну что ж, спасибо. Мгм. Вот. Заканчиваем. Хорошей вам недели. До свидания. До свидания. Пока. Пока-пока.